Вот я около реки Кумса. Меня дальнобойщик подвез 100 километров, и мне осталось 170 до Петрозаводска. Буду голосовать дальше. Всем привет! Мы находимся в Карелии. Со мной Валентин. Валентин идет, я его завожу самые дикие дебри этой нашей местности карельской. Сейчас мы идем, вот здесь вот леса, болото. Привет, дубль 2. Мы продолжаем наше путешествие, и со мной все еще Валентин, и он все еще не затерялся в лесах. Я веду его до водопад Кивач. Вот сейчас мы уже идем который километр, никто не хочет останавливаться, и из тех, кто проезжает вообще здесь, в этой дикой местности, мы встретили табличку типа «Осторожно, дикие звери!». Сейчас мы в надежде их не встретить идем вот лесной дорогой, здесь отличный вид, отличная погода, если не заходить в тенек и если не дует ветер. Это Карелия, всем привет, мы находимся где-то в 80 километрах от ее столицы города Петрозаводска. Все приезжайте к нам, у нас почти нечего смотреть, кроме набережной, но все равно приезжайте. Зато у нас классная природа, и обязательно на нее надо посмотреть. Валентин приехал к нам из далекой и совершенно недалекой для нашего сердца страны Латвии, и приехал уже навестить уже в который раз. Валентин, в который раз вы приезжаете навестить Карелию? Второй. Валентин приезжает второй раз посмотреть на Карелию, да, и в частности Петрозаводск. Вот сегодняшний день выдался довольно теплым для того, чтобы он увидел ее во всей красе. Сейчас он еще увидит Кивач. Кивач, кстати. Чтобы вы знали, Кивач происходит от слова, если я не ошибаюсь, я надеюсь, не ошибаюсь, финского или саамского языка, и переводится как киви, переводится как камень. Ну, это минутка бесполезной информации, а мы продолжаем. Мы уже идем, я не знаю, который километр, я надеюсь, где-то второй или третий даже. Надеюсь, мы скоро придем на гору. Тьфу ты, на гору. Мы не на гору идем, мы же идем все еще до водопада. Пока ведущий отбивается от странных пчелок, мы с вами продолжаем нашу рубрику. Валентин мне посвятил очень ответственное задание рассказать про Сегежу неожиданным образом, поэтому я читаю, чтобы не упустить ни одной детали. Сегежа. Город Сегежа основан в 1914 году. Население 26 666 человек, это до 2018 года. До 12-13 веков основным населением были местности Саамы. Это наши местные, так сказать, коренные племена. Позже появились карелы и первые русские переселенцы из новгородских земель. Собственно, это вся интересная информация о городе Сегежа, но не считаю, что там еще и Сегежский ЦБК, единственный завод, если он еще вообще работает. Ну, а в остальном, что можно сказать? Хороший город, только
почти ничем не знаменит. Карелия. Да, я забыл, как всегда, у меня с памятью проблемы. Про Сегежу рассказать и в каждом видео, в другом я рассказываю потом. Ладно, кивач. Где мы? На киваче! Я желаю, что когда ты просыпался, увидел солнце, луч, заулыбался. Я желаю растворяться в перламутре и кричать на злобу дня. Доброе утро, жемчужное утро, доброе утро. Серые пути на секунду, правую утро. Тысячи не парит, это хорошо, а там я смотрю на экран. Люба, как я успеваюсь, зато мне концерт. Улица, стой, не голова, концерт, твоя личная героя. Сильно ударный, как велика, полета полу. Стой себе, как молода, написала тебе. Руки солнце, нажимай себе. Единственный Ленин с ушанкой, потому что тут холодно.
В общем, Петрозаводск — это столица Республики Карелия. Население 279 тысяч. Дата основания 1703 год, когда на берегу Онежского озера по указу Петра I было начато строительство казенного оружейного завода. Дата присвоения статуса города 1777 год. В 1885 году в Петрозаводске открылся один из первых в России памятников Александру II. Только его сейчас убрали, и там стоит Киров. Да? В 1788 году в Петрозаводске построена первая в мире железная дорога заводского назначения, чугунный колесопровод. И это на Александровском заводе для нужд предприятия. Александровского завода уже снесли его, и там сейчас что-то. Новый район. И там сейчас новый район. Да, и ныне элементы. Ну я там показывал вот эти кусочки, где оставшиеся от завода, и больше ничего там нет. Ну и в музее немножко. Петрозаводск — единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I. Петрозаводск называют портом 5 морей. Да? Хрен знает. Это поворот. В общем, самая известная булочка в Петрозаводске и Карелии и за пределами региона — это калитки, такие булочки. Может, покажу потом. А нет. Завтра я еду или в Сортавал, или в Приозерск. Я уже проехал 940 километров автостопом, и за этих 940 километров автостопа я тормознул 12 машин всего лишь. Вот. Так что увидимся или в Сортавале, или уже в Ленинградской области. Салют!